Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. У кого же вы не выходите из головы? Кто так мечтает и думает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Прикрываю карты, потому что, вы знаете, YouTube очень строго относится, да, к разным изображениям, там, подозрительным. Поэтому будем прикрываться, чтобы наготы никакой у нас не было. Итак, смотрим. Что я могу сказать? Многие из вас претерпели в своей жизни, конечно же, разрыв отношений. Это даже не обсуждается. И неважно, это была семья, это были просто какие-то отношения, может быть, просто длительные. Но то, что многие из вас пережили вот именно измену, это 100%. Причем есть такие среди вас, которые, может быть, даже до конца, ну, либо же не верили, что она могла так поступить, да. Может быть, даже до сих пор оправдываете. Такие среди вас есть. И давайте как раз сделаем опрос, ребят. Напишите в комментариях, вот есть среди вас такие, кто, допустим, сомневается, да, что, ну, как-то не верите, что она изменяла, не изменяла. А если кто точно знает, напишите тоже, ребят. Вот давайте, изменяла, либо же не уверен. Пишите в комментариях. Вы человечек, который, в общем-то, много чего добились исключительно своим трудом. И, конечно же, те все стрессы, это вы тоже добились сами, да, потому что любите попереживать, любите понакручивать себя. Это у нас тоже довольно часто выпадает в сигнификации. Вы человечек, который порой может даже вот заниматься каким-то самокопанием, самоедством. Вы можете, ну, в каких-то моментах сделать из мухи слона, да? Это не очень хорошая черта, но прежде всего, потому что вы любите переживать из-за каких-то мелочей. Вы любите переживать из-за того, что, может быть, еще не случилось. Так вот, я как психолог могу вам просто сказать, что это означает повышенная тревожность. Всего-навсего. Это ваша тревожность. То есть, а вдруг это случится, а вдруг то, да, и вы уже себя накручиваете, вы переживаете, страдаете. Это, естественно, ваше здоровье, нервы и лишние стрессы. Я вам скажу, что вот с женщинами, как же вам так правильно сказать, да, чтобы так корректно, деликатно, ну вот я бы указала на такую небольшую ошибку, да, уж простите, чтобы никто не обижался, да. Вот есть у вас такая черта, ну, когда вы в отношениях, я в общем говорю, да, не сейчас, а просто вот, вы настолько любите вот перед женщиной выслуживаться, угождать, да, ну кто-то это называет прогибаться, но мне это слово очень не нравится, поэтому я прошу прощения, никого не хочу обидеть, но, знаете, я с одной стороны понимаю такое поведение, потому что когда любишь, ты готов отдать себя самого до последней клеточки, но вот то, что вот эти ваши услужливость, прогибание, да, вот, но почему-то вот мне хочется сказать, что вы были как вот золотая рыбка для женщины, да, вот джин из бутылки, да. Вы готовы были настолько вот, вы и сейчас такой. Вот даже те, кто не имеет женщину, а многие среди вас не имеют женщину, постоянную я имею в виду, вы сейчас готовы прислуживать, быть таким угодливым, да, я не знаю, нету такого слова, может быть, ну, то есть угождать любите, да, вы даже какой-то кайф от этого испытываете, но другое дело, что это не ценится. И получается игра в одни ворота, и получается, что женщины со временем просто начинали вытирать ноги о вашу доброту. Я сейчас просто описываю ситуацию, да, и в очередной раз я вот, ну, призываю, да, вот как угодно это называйте. Особенно я обращаюсь к новым подписчикам, гостям канала, те, кто не слышал, да, что всегда, как бы вы не любили женщину, нужно это свое проявление делать дозированно.
Не нужно слепо растворяться в отношениях. Женщины со временем борзеют. Вот кто-то удивится, что да, я же сама женщина, ну и помимо того, что я женщина, я еще психолог, поэтому я немножко такие вот разбавляю вам психологические таро, чтобы и не скучно было, и полезно, да, чтобы не рассказывать там туз пентаклей, отшельник и так далее, да, но это как-то неинтересно. А вот какие-то мои маленькие советы, лайфхаки, как угодно называйте, я думаю, многим из вас пригодятся, и вы меня благодарите. Мне очень это приятно. Поэтому смотрите, когда влюбляетесь, как бы вам ни хотелось 24/7 быть женщиной, ну, тормозите себя. Немножечко отстранитесь, да, вот имейте личное пространство. Иногда можно с друзьями посидеть, да. Я не говорю, что ходить куда-то там в ночные клубы, зажигать с другими женщинами. Нет. Просто вы должны даже любимым женщинам, которые у вас будут однозначно в будущем, да, чтобы вы умели им отказывать иногда, мягко отказывать, говорит иногда слово «нет», да, то есть иметь свои какие-то желания, хотения, а не растворяться в женщинах, потому что, ну, это не ценится. Вы просто понимаете, вы потом будете иметь разбалованную женщину, обнаглевшую женщину. Потому что мы привыкаем и к хорошему, и к плохому. Уж простите, что немножко так я вам более длительно объясняю, но это очень важно, да? Мы сейчас продолжим, конечно же. Вы понимаете, что чем больше вы будете в нее вкладываться, тем быстрее она привыкнет. Вот вы, ну, элементарный пример, да, чтобы вот вы поняли. Мужчины каждый день, некоторые, да, кто могут себе позволить, каждый день приносят букет цветов. Да, поначалу это классно, прикольно, женщина довольная, ну, пройдет неделя, вторая, ну, месяц, да, у каждого свой срок. И она скажет: боже, мне этот веник уже тошнит. Она уже к этому привыкнет. Это я такой самый банальный пример привела. А когда вот эти цветы будут сюрпризом, пусть это будет, я не знаю, там 2 раза в неделю, пусть это будет раз в месяц, раз в неделю, то есть это будет сюрприз. Я к чему говорю? Вот эти вот ваши те же подарочки, какие-то такие романтические проявления, да, у каждого они свои. Дозируйте и помните, что вы тоже живой человек, и не нужно забывать о своих желаниях, потребностях и хотениях. Никогда нельзя растворяться. То же самое я скажу и женщинам. Друг в друге нельзя растворяться. Нельзя. Погнали дальше, да? Я думаю, посыл мой вы поняли. Конечно же, вы будете поступать как хотите, но кто захочет, прислушается. Итак, давайте будем смотреть, у кого же вы... Ой, божечки, кто-то спешит ко мне. У кого же вы не выходите из головы, да? Вот многие из вас одинокие. Мне показано, что многие одинокие. Хотя и любители позажигать тоже, я смотрю, здесь присутствуют. Я вам скажу, ребят, что... Вы не выходите из головы и как у бывшей, так и у женщины, с которой вы, ну, как-то вот пересекаетесь. У бывшей вы не выходите из головы, потому что она злится, бесится, она переживает, что вы без нее не умираете, не страдаете, не тоскуете, вы за ней не бегаете, да, вот она в этом плане. Она думала, что вы будете за ней бегать, унижаться, да, и так далее. А не тут-то было, вы же император, да, вы же мужчина с большой буквы, а императоры не унижаются. Следующая женщина. На бывшей я не хочу даже останавливаться, это так, вскользь. Покоя вы даже не даете ей на расстоянии. Еще есть одна женщина, смотрите, довольно такая неплохая внешне. Внешне неплохая, причем вы ее тоже замечаете. Она обитает в вашем окружении, я не буду конкретизировать, потому что это общий расклад, да, у кого-то это, может быть, в подъезде она живет рядом, у кого-то на одной улице, у кого-то на работе, у кого-то в компании. Женщина, которая была замужем, но она разошлась.
Либо же может проиграться, что она еще в отношениях, но там уже отношения на грани разрыва, развода, еще так, знаете, еле-еле тлеют. И эта женщина сама мечтает о новой любви, о новых отношениях. Вы давно и интересны. Вы даже, возможно, вот все-таки у многих проиграется, где-то были на общих каких-то, ну, то ли посиделки, то ли застолья, вот где-то вы, ну, в таком месте пересекались. Женщина, знаете, вот она как раз вот как-то на вас положила глаз, когда вы с ней общались обо всем и ни о чем. Вот как-то, знаете, ей понравились ваши рассуждения, ваши размышления. Я не могу сказать, что прям это была любовь с первого взгляда, но вы ее цепанули, вы ее зацепили вот даже с первого такого общения. Вы могли даже не обратить внимания, да, вот поболтали о том, о сём, да. Может быть, у кого-то это проиграется, вообще вы там в очереди за хлебушком стояли, да, а она оказалась ваша соседка. У каждого будет по-своему. Но в душу вы ей запали. Она сейчас вот присматривается к вам. Вы можете даже некоторые с ней периодически общаться, пересекаться, да, но она вот как-то то ли так воспитана, что она не будет бегать за мужчиной. Она бы хотела, чтобы вы ее, конечно, заметили. Будет ли она что-то... Она может как-то тонко сманипулировать. Особенно вот если у вас однозначно есть какие-то общие знакомые, может быть, коллеги, там, я не знаю, соседи, у кого как. Она может через других вот как-то спланировать какую-то маленькую такую манипуляцию, создать какую-то ситуацию, чтобы вы с ней более тесно пообщались, как-то, может быть, более длительный период даже поговорили, да. Опять же, это будут разные ситуации, но после этой встречи, такой манипулятивной, скажем так, да, подстроенной, но это такая манипуляция в благих целях, назовем ее так, да, просто потому что вы интересны, вы у нее не выходите из головы, вы ее зацепили вот даже больше, наверное, как человек. Не обязательно внешне, вот именно ваши рассуждения как-то, да, вот у кого-то может даже проиграться, что голос понравился, такое тоже иногда бывает. После этой такой манипулятивной встречи подстроенной, вот здесь вы обратите на нее внимание, да, это я на перспективу говорю. Уже здесь как-то вы ее начнете рассматривать как женщину, как интересную женщину. Она будет довольно такая, знаете, статная женщина. Ну, в принципе, она уверенная в себе. Она не рохля, но она знает себе цену. Это женщина, которая довольно неплохая хозяйка. Она умная, она такая довольно коммуникативная. Вам будет с ней, знаете, вот чем больше вы с ней будете в дальнейшем общаться, будет очень и очень интересно. Здесь даже не постельный какой-то интерес у вас сразу возникнет, да, а вот она, ну, точно так же начнет вас как-то привлекать, как интересная женщина, интересный собеседник. Вот как-то оно в тандеме таком, да? А потом, конечно, уже сюда и интим добавится. То есть это не будет такая, знаете, какая-то резко спланированная операция по захвату вас. Нет. Это будет маленькая ситуация такая, которая подстроенная, а дальше уже вы будете сами больше активничать, вы будете сами больше проявляться к ней, и у вас, мои хорошие, светят отношения. Во всех смыслах этого слова. Причем не просто отношения, а любовь. И поскольку у нас туз жезла выпал, а это говорит о чем? О бурном и страстном кексе. Причем кекс, о котором многие из вас подзабыли, потому что находитесь в отшельниках, потому что может быть длительное воздержание, потому что уже никому не верю, ничему не верю. А тут на тебе, да, всплывает какая-то женщина. Поэтому, мои хорошие, я бы сказала, чтобы вы оглянулись, обратили внимание, может быть, что это за женщина, с которой вы, ну так, обо всем и ни о чем, может быть, несерьезно как-то и общаетесь, но которая давно положила на вас глаз. Так,
И знаете, я вам скажу, что вот ваша бывшая, когда узнает, что у вас начинает налаживаться личная жизнь, она очень и очень огорчится. Вот ей очень хочется, чтобы вы были несчастливы, ей хочется, чтобы вы страдали, убивались там за ней. Ей хочется, чтобы вы бегали за ней, да? Особенно это я сейчас говорю тем, кто не так давно разошелся. Но я вам скажу, даже те, кто давненько разошлись, все равно, когда ваша женщина бывшая узнает о том, что вы счастливы с другой, тем более, когда она узнает, что вы женились, ей будет очень и очень неприятно. Женскую ревность никто не отменял, и тем более, что у нее у самой там не лады в личной жизни, то, конечно же, приятного ей будет мало. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!